Всем привет! Продолжаю понемногу собирать урожай. Эти дни особо погода-то и не позволяла. С обеда в основном шел дождь, ну а утром сильный туман и влажность 100%. Так вот, пока слегка прояснивается, хожу, выбираю овощи и отношу в сеновал, чтобы досушивались. На эту неделю передавали, что вроде бы слегка потеплеет и дождь будет не так часто лить. Ну а на сегодня и вообще обещали солнечный день. Ну а по факту, как видите, небо затянуто облаками пасмурно. Ну оно-то и не удивительно. У нас здесь в среднем только 50 солнечных дней в году. И походу мы весь лимит уже исчерпали за лето. Но эти цифры взяты не из интернета. Когда еще работал в школе, здесь мы проводили исследования на эту тему. Ходили на местную метеостанцию и брали статистику за последние 100 лет. Но это было в Борисове. А сюда 200 километров севернее, то скорее всего и того хуже. Пока дошел, и солнышко выглянуло из окна. И пчелки полетели все же на поселю. А я думал, что придется их приучать к ней уже в следующем сезоне. Ну а здесь, как видите, половину огорода убрал. Сейчас еще немного усилий, закончу с морковочкой. Ну и останется капустка, она такая мне не сильно уродила. Ну еще кормовая свекла. В ее сторону пока не смотрю, чтобы руки не опустились от предстоящей работы. У меня ее там чуть больше сотки посеяно, да и уродила довольно большая. Можно будет хорошенько потрудиться, чтобы убрать. Ну а морковку меня в этом году, можно сказать, и не уродила. Я за ней особо-то и не смотрел, как посеял. Не мульчировал, не поливал. Пропололся только один раз, да и не прореживал. Сил хватило только вот на эти два рядка. И то это было поздно, уже в начале сентября. Так что выросла она сама по себе и, можно сказать, по принципу дурного али много. Здесь ближе к лесу пониже, влаги побольше, так еще более-менее такая. Даже вон ботва зеленая стоит, еще сохнуть не стала. Там-то уже была практически высохла и небольшая выросла. Хотя еще от сорта сильно зависит. Я еще сглупил, что не записал, где какой сеял. Там у меня были два рядка, что возле леса вот такусенькая выросла. А там, где повыше, и вообще только одна ботва. Здесь в крайнем ряду, что рос возле замульчированного лука и где было прорежена морковка, сильно отличается размерами. Намного больше. Если бы прошелся везде, проредил, когда нужно было, да еще если поливал, то можно было и хороший результат получить. И урожай собрать довольно приличный. Ну, что есть, то есть. Уже ничего не исправишь. Хотя, по идее, этого урожая должно хватить на зиму и мне, и моим кроликам. Тем более, я им не сразу начну выдавать. Вон, только ботвы еще на неделю лакомиться. Главное, чтобы придумать, как ее сохранить подольше, чтобы она оставалась
сочной и свежей. $18 800. Ну, неплохо. 3 кошика, около 20 килограмм. Все не взвешивал, только постельный мешок. Ну, где-то около 120 килограмм будет. В основном такая, мелкая. Но есть и экземпляры, которые бы хозяйка оценила. Чистить удобно. Ну, только что, может, невкусная будет. Подсохнет, переберу. Себе выберу такие средненькие, а остальное кролики заценят. Тем более у них еще в рационе и свекла будет. Кстати, теперь можно будет понемногу ее начинать выбирать. Свеклой можно будет и попозже заняться, когда и плохая погода. Ну а сегодня, как она более-менее такая восстановилась, то хочу попробовать гречку вымолоть. Не знаю только, что с этого получится. Она как жал, до сих пор так и не просыхала ни на минуту. Ночью роса, утром туман, днем дождь. Так, наверное, больше недели уже и стояла мокрая. А я еще и со снопами перестарался, довольно плотно я их сделал. Но, скорее всего, и не продуваются. Да, и еще на прошлой неделе сильный дождь прошел, и, возможно, уже обмолотил ее всю. Ну, а сегодня слегка потеплело, солнышко пробивается, и ветер сильный, то, возможно, к вечеру и успеет обсохнуть. Ну, в любом случае, сделаю это хотя бы ради опыта, чтобы на будущее знать, что к чему. Только прежде чем это делать, нужно молотарню отремонтировать. Если помните, когда молотил овес, попал в нее камень и оторвало планку, так называемый бич, как мне подсказал подписчик, ну и переломал ее еще пополам. А без нее точно ничего не получится. Уже пробовал, запускал, от биения того, что центр тяжести смещен, она начинала прыгать, скорее всего, за пару минут барабан разорвет ее и выскочит. Вот только что еще не знаю, как лучше сделать. Сначала думал сварить ее. Но сами видели, сварщик с меня никакой. Там еще ладно, телега, ничего страшного. Кошка посмеялась и вы. А тут если сломается снова, то может еще и бед натворить. То лучше и не рисковать. Хотя с другой стороны посмотрел, что тут уже 2 планки сломанные и просто заменены на какие-то такие П-образные типа тауря. То посмотрю, может быть в металлоломе что-то похожее найду. Ну, либо буду тогда варить, а потом для надежности еще внутри чем-нибудь скрепить. Нашел какую-то похожую. Только вот не знаю, это деталь от бараны. Если придется собирать, то не получится тогда. Хотя с другой стороны, тут вроде бы уже отломано кусок, то по-любому, скорее всего, придется заменять. Ну, посмотрю. Все, другого варианта нету. Вот так она идентичная. Походу дед и разобрал сам барану, как донора. Ну, с другой стороны, хорошо, ничего и выдумывать не нужно. Только повторить дедов опыт.
Подобрал противовес, чтобы новая планка была по весу такая же, как и старая. А все равно разбалансировка. Походу она была и до этого, поэтому и вибрация была такая хорошая. Но это не очень хорошо. Теперь уже с помощью точных инструментов не получится уравновесить все эти планки. Придется делать это методом подбора. Ну вот и все, подготовительные работы закончены. Речиха привезена во двор, мотоблок подсоединен к комбайну, комбайн настроен. Ну, только еще пока теоретически. После ремонта не проверял, будет ли он работать. Ну, идеально не получилось отбалансировать, все же одну сторону перевешивают. Да и так пришлось доваривать еще противовес на другую сторону, чтобы уравновесить до дедовой планки. Хотя ту весил такую же по весу, как и это. Ну, посмотрю, заведу. Если будет хуже, чем работал, то тогда буду еще что-нибудь шаманить. Доваривать куда-то грузы, чтобы более-менее отбалансировать и закончить эту работу в этом году. Ну, вроде бы обмолачивает, только очень много делает сечки. Ну, в принципе, такая довольно крупного размера. На сите выберется. Цветочки все сюда идут. А вот самой гречки не так уже и много видно.
Походу осыпало зерно, пока на поле стояло. Ну, посмотрю, обмолочу, обвею, отсортирую, и тогда уже буду делать какие-то выводы. Ну, не знаю, походу делаю работу ради работы. Зерна практически не наблюдается. А я-то надеялся, что семена верну, что посеял 4 килограмма. И еще будет на следующий год и себе поесть. А тут, походу, даже и семена не соберу. Даже и расстроился. Ладно, на сегодня хватит. Послезавтра буду домолачивать. На завтра вроде бы дождь передают. Пойти укрыть и идти заедать стресс. Хорошо, что морковный пирог испек, будет чем настроение поднять. Да и благо, что вообще морковка выросла в этом году. Не то, что в прошлом там было чуть-чуть. Ну, в принципе, я ее садил тогда мало. А так будет чем и кроликам полакомиться, и самому. Ну а представьте, если бы еще гречка уродила. Так бы можно было попробовать ее в муку смолоть и пироги уже из нее печь, помимо каш. Хотя не стоит расстраиваться по этому поводу и опускать руки. Не все получается с первого раза. Тем более в сельском хозяйстве, да и еще в зоне рискованного земледелия. Тут нужно научиться подстраиваться под изменчивую погоду, а этот навык приходит только с опытом, с годами, да и не ко всем. А пироги есть повод есть. О, какая-то тавтология получилась. Огороды практически убраны. Осталось только гречку домолотить. Да и свеклу с капустой убрать. Ну хотя еще потом запахать это все. Ну, это уже потом, где-то в ноябре под заморозки. Буду пока решать задачи по мере их поступления.